Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика... В последнее время я стал проводить очень много времени за телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую и интересную игру. Я наткнулся на онлайн-РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод, который дает 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль, он же гелик. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий, после выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь играть в GTA можно даже на своем мобильном телефоне, поэтому скорее заходи на второй сервер, Флорида, и не забывай вводить мой промокод. Необычные гонки с необычной физикой разрушения машин. Кроме обычных заездов на скорость, имеются режимы дерби, выживания, поиска сокровищ и свободная езда. В гонках участвуют от 8 до 16 человек. Всего доступно 84 автомобиля. В разных классах, от гоночных болидов и маслкаров до багги и грузовиков. Представьте, где-то в мире есть гонки, где нашу машину можно не только разбить на части, но и прокачать до уровня лазерной пушки с ракетами. Это как «Форсаж», пересекающийся со «Звездными войнами». Звучит дико, но выглядит прикольно. Главная особенность игры – это проработанная система повреждения авто и окружения. Разнести в прах можно не только оппонентов, но и почти все на карте. Что бы могло случиться, если бы козел начал жить среди людей в городе? На самом деле все что угодно, а вы получите полную свободу действий. К тому же у нас тут огромный открытый мир. Более того, козел сам по себе агрессивен. Он может бодаться или даже отправиться на крышу небоскреба, при этом используя разное оружие. А в общем, тут будет чем заняться. И помимо прочего, проработали не только сюжетную кампанию, но и полноценный мультиплеер. Можно будет поиграть с друзьями до 4 человек. К особенностям игры можно отнести большое количество увлекательных и забавных отсылок к другим играм, наличие полной разрушаемости, разнообразие транспортных средств, на которых можно даже прокатиться. Привет, Лай, я твой подписчик. Передай мне привет, пожалуйста. Арсений, конечно. Привет тебе. Братишка, если ты тоже хочешь попасть в ролик, то можешь задать какой-нибудь интересный вопрос или просто передать привет. Вы обычный человек, и тут бац, и апокалипсис зомби. Да-да, вот так вам повезло оказаться в будущем, где ждут настоящие испытания. Так вот, ваша задача выжить. Гуляйте по этому безумному миру, собирайте все, что может пригодиться, мочите зомби и учите новые фишки. Попробуйте выжить на фоне голода, поборите жажды, соберите ресурсы и еду, постройте себе убежище, смастерите оружие и пусть зомби пожалеют, что встретились с вами. Тут, конечно, не до шуток. Жизнь в апокалипсисе не майская прогулка, ведь чума, жуткие твари, все это теперь реальность. И запомните, иногда бегство лучшее решение, ведь на кону не просто ваша жизнь. И шутка, почему зомби никогда не выигрывают в карты? Потому что они всегда теряются в начале апокалипсиса. Ладно, это было плохо. Короче, вам придется исследовать разные места, расправляться с зомби и даже драться с бандитами. И раскройте тайну того, как этот вирус превратил наш мир в зомби-пекло. Игра в жанре космического симулятора. Она точно берет свое вдохновение со Starfield и No Man's Sky, предлагая выживание на планетах, где между делом можно летать в космосе. Так вот, в игре вам предстоит как настоящему космическому супергерою прокачать броню, добывать оружие, спасать колонистов. Но помните, даже в космосе, где флора и фауна, это не только цветочки, а еще и опасные существа. Тут и вулканические миры, и ледяные пустоши. Разнообразие прям как в пиццерии. Выбирайте на свой вкус. А еще можно будет строить свои космические корабли и заключать союзы с другими людьми. Так что вперед, раскрывайте тайны и не забывайте, что даже в космосе нужно сохранять свой стиль. Может быть, космический костюм База Лайтера? Не знаю, но я бы так и сделал.
Это невероятно сложный РПГ, действие которое происходит в фэнтезийном мире. Меча и магии миллионы лет. Боги контролировали баланс света и тьмы. Однако, мрак всегда желал овладеть большей частью территории, а то и всем миром. Создавайте своего персонажа, выбрав внешность один из классов – разбойник, целитель, рыцарь, воин, некромант и волшебник. Затем сразу же отправляйтесь очищать землю от нечисти, так как судьба всего живого зависит только от таких воинов, как вы. Боевая система тщательно продумана, отчего каждая битва может стать целым испытанием. Также можно будет сражаться с остальными игроками в режиме кооператив против тяжелых боссов или участвовать в ПВП. И прокачивайте вашего персонажа, изучайте новые способности, находите или создавайте экипировку и оружие. В целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Симулятор пограничника, что по факту уже стал классикой жанра, ведь смог превратить, казалось бы, такую рутинную работу, как проверка документов, в невероятно увлекательный процесс. Словарь Стоцкий, и добро пожаловать на пограничник КПП. И теперь вы сотрудник службы, и ваша задача проверять абсолютно всех. Тотальное государство в стиле 1984, пиксельная графика и бесконечный поток мигрантов. Что может пойти не так? Давай представим, что мы в фильме, либо комиксе про призрачного гонщика. Вот вы, главный герой, вдруг оказываетесь в темном подземелье, где поджидают кровожадные чудовища, а в центре внимания нужно будет бороться за свою жизнь, шарахаясь от этих чудовищ. И при этом находя полезные штуки, которые помогут выжить. Ну и как в кино, нужно будет отыскать себе транспорт. Например, крутой мотоцикл, на котором можно будет даже прокатиться. И важно, как можно быстрее разгадать все тайны этого подземелья, чтобы выжить. И может быть, даже выйти оттуда целым и невредимым, так как игрушка на PSP, скачать ее можно. И я думаю, ты знаешь где. Это у нас полностью переработанный классический Hitman, в котором вам предстоит взять под контроль Лысого и гонять его по локациям. Сюжет будет развиваться на самых разных локациях, где у Лысого всегда лишь одна цель – устранить определенного человека любым доступным способом. Ему важно не оставить свидетелей, а также не мочить простых людей, не входящих в контракт. Но в процессе вы будете выполнять контракты, моча плохих ребят, делая это любыми доступными способами. Также разработчики значительно улучшили стелс. Игра своего рода ремейк, который должен не только возродить известную серию, но и порадовать старых фанатов, постепенно погружаясь в необычную историю, а также мочить разных врагов самыми разными способами, например, удавкой, снайперской винтовкой, пистолетом с глушителем, и так далее. И в целом очень круто, поэтому советую поиграть. Это симулятор воришки с множеством заданий. Вам предстоит прокатиться по стезе преступного быта, освоив при этом все уловки настоящего мастера воришки. Вламывайтесь в дома, умело вытаскивайте оттуда добычу и продавайте свои трофеи. Вас будут бросать на разные задания по всему городу. Пользуйтесь своим арсеналом инструментов, чтобы проникнуть в дом, взломать систему безопасности и завладеть ценным добром. Собирайте разведывательную информацию и выбирайте идеальный момент для своих вылазок, а награбленные вещи можно будет продать через комп у нас в мастерской, где к тому же можно будет отдохнуть, поспать, заказать новые инструменты или же все продать. К особенностям игры можно отнести: она частенько обновляется. Тут есть довольно хардкорный режим, полностью интерактивная мастерская и вид от первого и третьего лица. Это необычный хоррор, в котором вам предстоит выполнять, казалось бы, совершенно обычную и совершенно не опасную роль няни всего одного ребенка. Однако малыш оказался совсем непростым, и как только наступает ночь, в доме начинают твориться настоящие жуткие, пугающие вещи. Играя за няню, вы будете выполнять множество простых и бытовых обязанностей. Поглядывайте за малышом, потому что стоит ему оказаться без присмотра, и сразу же могут начать происходить странные вещи. Со временем вы понимаете, что ребенок оказался совсем непростым, а в доме запрятаны души его жертв. Поэтому, помимо основных обязанностей, которые никто пока не отменял, вам необходимо находить в доме разные предметы и освобождать из них души. К особенностям игры можно отнести вид от первого лица, захватывающая сюжетная линия, напряженный геймплей и, самое главное, внезапные скримеры. Но это у нас, как обычно, бонусная игра. И сегодня я решил показать тебе фанатский порт игры по атаке титанов. Выглядит довольно прикольно, а скачать и попробовать можно у меня в ТГ. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!